Если бы Путин работал в дискотеке, его, несомненно, очень часто бы били. Владимир Владимирович, как выяснилось, вообще не умеет менять пластинку. Через это, естественно, произошло весьма чувствительное обрушение рейтинга президента. Первое столь крупное. Цифры опубликовала Левада, и они малоприятны для Кремля. Причем рейтинг пошел трещать и ломаться в самых верных для него слоях. Там происходит существенное охлаждение так называемого плебса, бывшего верным, преданным и передовым многомиллионным отрядом путинизма. Эта категория никогда не слышала эха. Она не имеет понятия о марсоходах, пытках в тюрьмах и о «Новой газете» или о других вольнодумцев, но и она пошла надламываться и скисать. Эта неделя ознаменована как днем рождения Путина, так и тем, что, судя по цифрам, вечная путинская пластинка окончательно заездилась и начала раздражать даже очень послушный российский плебс. Он много лет под любимую музыку Путина «бу-бу-бу-бу» колени, «бу-бу-бу-бу-бу» ракеты тряс телесами, кружился, подпевал, но что-то и он утрачивает энтузиазм. Так вот, неудачно совпал день рождения и первый зафиксированный крупный рейтинговый обвал. Радоваться, в общем-то, особо нечему. За свой падающий рейтинг власть жестоко отомстит населению. Она ведь не умеет воспринимать реальность и не умеет менять пластинки. Под словом «плебс» ничего обидного не подразумевается. Плебс – это добровольное состояние. Это те, кто во имя грошевого уюта сами подставили свои черепа под телелоботомию, позволив установить в черепах несложный мозгозаменяющий набор, состоящий из крымнаша, щепотки православия, слюны Соловьева и танца Машеньки Захаровой. Долгие годы действительно им было так удобнее и комфортнее. Теперь почему-то они выковыривают этот субстрат из голов, публично нюхают и еще осмеливаются морщиться. Правда, в бой за плебс, который вдруг пытается соскочить из большой игры, брошены свежие силы. По свистку Кремля со своих пальм слезли и артист-сталинист Певцов, и карманник Вассерман, и некие новые люди. Им всем строго наказано бросить недогрызенные кокосы, скрыть хвосты и взять мандаты. Напомню, что того же Вассермана широкая общественность считает интеллектуалом. Ничего удивительного. Бактериям вши всегда кажутся гигантами. Это просто широкая общественность в России дошла, наконец, до полнейшего умственного минимализма. Интересно и происхождение фракции «Новые люди» в Государственной Думе. Раньше в советских столовых, чтобы отбить запах тухлого мяса в биточках, туда добавляли самые лютые специи. Чтобы отбить запах тлена и плесени Государственной Думы, туда добавили специю в виде новых людей. Ни черта не вышло, запах не отбили. Новые люди сами тут же пропахли, и теперь по запаху уже неотличимы от единой и справедливой ЛДПР и КПРФ. Те самые гости с Пальмы, впрочем, напевают и подтанцовывают тот же самый заезженный и надоевший путинский мотив «бу-бу-бу-бу ракеты, бу-бу-бу-бу колени». Намечают грандиозное наступление на рэп и вообще на все современные формы, и вообще на все, не врисовывающееся в затхлые догматы российского старопердичества. В исполнении артиста-сталиниста Певцова звучит знакомый визг о необходимости запрещать, закрывать, сажать носителей всего свежего, дерзкого и веселого. От них, видите ли, от паразитов скрепы ржавеют. Все молодое, современное, популярное – это, разумеется, гадость и бесовщина. Теперь всю подлинную молодежную культуру решили проверять на терроризм и экстремизм. Списки составлены, доносы уже написаны.
Сможет ли тот же сталинист Певцов существенно напакостить и спровоцировать посадки молодежных кумиров? Да, вероятно, сможет. Чем, собственно, и подскажет новым поколениям, что с режимом, этим поколением совершенно не по пути. Зашпаклевали и подкрасили красавца Милонова. После того, как госпропаганда получила по морде Нобелевской премии, Милонов перевозбудился и потребовал внедрения российской премии, идентичной по престижности Нобелевской. Теперь Милоновская премия должна миру заменить Нобелевскую. Пока не совсем понятно, во всех ли силовых ведомствах России надо менять эмблемы на мундирах. Вместо двуглавых орлов их должны украсить скрещенные швабры. Тюремно-пыточный скандал, символом которого, собственно, и стали швабры, чьи рукоятки использовались для глубокого анального насилия над заключенными, заиграл новыми гранями. Главный тюремный начальник, тот самый швабровик-затейник, получал от местного православного митрополита ордена за сохранение основ духовности и преданности скрепам и русскому миру. Орден, если не ошибаюсь, Спас нерукотворный, Спас пока тоже без швабр, но дизайнеры уже работают над этим вопросом. Помимо этого Спаса, грамоты с крестами и медалями щедро раздавались всем замам главного тюремщика, тем самым, кто вдохновлял и заказывал пытки в тюрьмах. Разумеется, митрополит отлично знал, чем занимаются его чада духовные. У них же у всех надиктованная Кремлем мода быть православными, соответственно, иметь духовника и в обязательном порядке исповедаться. Тюремщики делились, конечно, с попами своими душевными сокрушениями. А любой духовник, получив на исповеди пикантную информацию, сразу бежит докладывать не только в ФСБ, но и к своему начальству. Так что вручатели церковных орденов всегда в курсе всех развлечений тех, на чью грудь эти ордена цепляются. Кстати, появилась возможность прикинуть педофилический потенциал РПЦ. Во Франции закончено авторитетное документально подтвержденное расследование, согласно которому христианские священники ухитрились отпедофилировать 216 тысяч детей. Общее число отпедофилированных 330 тысяч. Но это потому, что на помощь обессилевшим от фрикций носителям апостольской благодати всегда приходили и младшие церковные чины. Алтарники, органисты, диаконы. Они приходовали тех детишек, на которых у высшего духовенства просто не хватало сил. Имея документацию по 330 тысячам случаев, уже нельзя отрицать того факта, что агрессивная педофилия является характерной чертой христианского священства. И это явно не цепь печальных случайностей. И эти 330 тысяч в маленькой Франции с ничтожным поповским поголовьем. РПЦ, имея 40 тысяч попов, конечно, представляет собой гораздо более грозную и могучую педофильскую силу, чем жалкие французские попики. Неделя стала трагичной и для российского обывателя. Он узнал, что информационный продукт, который он потреблял, которым он чавкал и лакомился, в общем-то, полное дерьмо. Нобелевская премия мира, которую получил Муратов, главред «Новой газеты», есть мировая оценка того, кто есть кто и что есть что. Нобелевка в этом случае знак и качества, и мировой значимости, и спорить с этим невозможно. Но в данном случае Муратов и его «Новая газета» – это абсолютно собирательный образ противостояния путинской идеологии. Образ храбрый, мощный и, что очень важно, респектабельный. А российский обыватель за много лет привык
сладко ворча, есть выделение Соловьевых и Скобеевых, думая, что это и есть журналистика, это и есть информация. И вдруг Нобелевский комитет популярно и просто объясняет ему, что то, что российская публика принимала за журналистику, есть просто полное дерьмо. Что правда, информация совершенно на другой стороне. Ну вот, если вкратце, пожалуй, и все основное на сегодня. Для любителей гламура и трупов подробностями сочинского ДТП с дочкой бывшего мэра Петербурга Ксюшей затоплен уже весь интернет. Там уже много небылиц и глупостей, но среди трупов самой Ксюши абсолютно точно нет. Ну давай, да, ты посмотрела постановление. Да, конечно. У меня только один вопрос. Почему именно за этот ролик именно сейчас вы 3 раза в неделю в разных ипостасях проходите свои христианские ценности? Почему именно сейчас? Там ничего не сказано, как ты заметила, про христианские ценности. Там речь идет только о попах. И они, по счастью, спасибо им огромное, они наметили и рассказали, где у них находится самая больная точка, да? Ты же знаешь, что... Ты знаешь вообще, что самое тяжкое в профессии снайпера? Юль. Да, я забыл сказать, что это Юлька Оленина из Фонтанки, с которой мы очень дружим. Поэтому я только Фонтанки и даю. Ты знаешь, что самое тяжкое в профессии снайпера? В туалет нельзя сходить, ждать крикнуть? Нет, дело не в туалете. Дело в том, что ты никогда не уверен, попал ты или не попал. Потому что бывают большие расстояния. Там даже уже на расстоянии 100 метров, 150 метров плохо слышно крик, например, да. А если ты попадаешь, то, что называется, на повал, то вообще ничего не слышно. А вот здесь раздался крик боли. И если ты внимательно посмотрел на повал номер 69, там два момента. Первый момент – это рассказ о том, что тому самому главному пыточнику в колонии, который, судя по всему, санкционировал все эти шваберные забавы и направлял швабры в зады беззащитных арестантов, церковь, зная о его проделках, давала церковные ордена, по-моему, спас нерукотворный или что-то в этом духе. Это первый момент. А второй момент – это разговор о педофилии и о потенциалах на примере Франции, где маленькая Франция с ничтожным количеством приходов ухитрилась обработать аж, по разным данным, от 224 мальчиков, 224 тысяч мальчиков до 330. Там с участием келейников, алтарников, хористов или без таковых. И вот эта тема для них, вероятно, является по-настоящему болезненной, потому что они знают, что это предельно слабое место. И вот они об этом рассказали. Причем, я не знаю, ты обратила внимание в этом постановлении, которое запрещает и требует удалить от «Эхо Москвы» материал на повал номер 69, что там ни слова нет о том, что эта информация недостоверная. Нет. На эту тему они даже не заикаются. Они знают, что она абсолютно достоверная. Есть даже видео хроники, как зонного палача награждают церковными орденами. Есть абсолютно проверенные международные материалы по педофилии во Франции. И есть абсолютно проверенные российские материалы по всем десяткам судебных процессов о педофилии и об участии попов
в педофилических скандалах и уголовных делах. То есть они даже не говорят про то, что, знаете, это не так. Они говорят, ну, содержание бумаги пересказать, да, это так, но это нам очень не нравится. И на основании этого они считают, что следовательно, никто и не должен про это вообще ничего знать. Вот их простая логика. Это какая-то рознь, Что это почему-то разжигает. Это разжигает не по религиозному признаку, там написано деликатнее, там написано, что это к социальной группе священнослужителей что-то там разжигает, хотя предупредить. Социальную роль по отношению к группе лиц, выделяемым по религиозному признаку, а именно к христианским священникам. Да, совершенно верно. Здесь возникает вопрос, зная про то, что педофилия явление омерзительное, и что в определенных местах риск быть отпедофилированным у ребенка существенно выше, просто на основании материалов, которыми мы располагаем, здесь, вероятно, моя профессия, как я ее понимаю, обязывает меня об этом сказать. И это всего-навсего профессиональная обязанность. Притом ты понимаешь, да, что до поры до времени я вел себя предельно деликатно. Ой, слушай, ведь эти материалы, они есть все. Я же, если чем-то занимаюсь, то занимаюсь очень основательно. Ну, я же пуповед, и мне положено все это знать, положено изучать, поэтому мне удается доставать и материалы следствия, и материалы суда. И там настолько омерзительные и красноречивые подробности. Это же не просто вот педофилия, знаешь, вот та мерзкая бытовая педофилия, где нажрались и затащили в парадную девочку или мальчика. Нет. Это педофилия идеологизированная. Это педофилия, провонялая ладаном и окутанная массой высоких словес. Это педофилия с полным использованием своего бородато-ряженого положения. Это именно воздействие на эти детские мозги при помощи костюма, чина, сана, разговора, священных так называемых книжек. Это все пропахло елеем. И, конечно же, поскольку у нас оператор народ простой, незатейливый и преимущественно злорадный, они же в материалах следствия и в судебных, соответственно, материалах, поскольку следственные перекочевывают в судебные, они же очень подробно описывают, что именно эти твари делали с детьми. Ну, то есть все те подробности, которые я всегда опускал, потому что, не блюя, пересказывать все это невозможно. То есть ни мне, ни тебе, хотя мы взрослые люди и всякое слышали и всякое видали, и знаем, что такое криминальная хроника, и вроде бы полюбовались на всех подонках во всех ракурсах, вот даже в голову не придет, что такая мерзость и такие примочки и такие ухищрения существуют. Но, коль скоро они сами развязали войну, то они, значит, будут получать подробно и в красках. Я преодолею отвращение. Конечно, я сейчас соберу все, что у меня есть по педофилии и РПЦ. У меня очень много. Но что, поднимаем знамя. Следующее предупреждение, вообще, по сути, предупреждение должно прийти еще и к вам от Роскомнадзора. Я подозреваю, что наш маленький сайтик их не очень волнует. Хотя у нас... На Ютубе больше миллиона подписчиков. Да, больше миллиона, совершенно верно. И он, придет, будем как-то бодаться, потому что вот это директивное
типа того, что, знаете, вот никакой вины нет, закон вы не нарушили, потому что нарушение закона может установить только суд. Но вот нам это очень не нравится. И какой-то хрен решает судьбу материала, который, безусловно, должен быть. И должен быть известен, и должен быть услышан и увиден. При том, что его и так уже посмотрело там порядка миллиона человек, как минимум, только у нас. Но вообще это все уже... Ты знаешь, я очень люблю медийную войну. Как и все, да? Как и все мы, да? Мы всю жизнь на этой войне. Они просто плохо соображают, с кем они связались. Должны понимать, я так на всякий случай спрашиваю. Своего канала вы, конечно, ролик удалять не будете. Нет, не будем. Не А будем. если придет указание Роскомнадзора? Значит, тогда будем судиться с Роскомнадзором. Вот прям судиться, потому что то, что делает Роскомнадзор, это произвол. Они здесь существенно нарушают свои полномочия и выходят за границы того, что им позволяет делать закон. Просто на основании, знаете, нам не нравится, никто ничего никогда не удаляет. Ну вот справедливо заметили, что за окном беспросветная мгла. Беспросветная, Юль, правильно, беспросветная мгла, и никого не волнует ни логика, ни справедливость. Нет в этой стране ни права, и прав тоже нет. У нас, по крайней мере, точно. Но у нас нет прав, но у нас есть зубы и когти. А еще есть практика возбуждать уголовные дела по таким поводам. Да, совершенно верно. Но ты понимаешь, да, что если тут начать бояться, так лучше тогда просто взять и самозакопаться где-нибудь на южном кладбище. Ну и как ты знаешь, вот ты же наблюдал меня на протяжении многих десятков лет. Я что-то не помню случаев, когда я начинал бояться. А «Эхо Москвы»? Эхо Москвы обязано вести себя гибче, потому что Эхо Москвы это, ну, скажем так, концентрат интересов множества людей. Это все равно при всех сложных пассажах и при всех, ну, скажем так, недовольствах, которые могут быть, это все равно, безусловно, крупный, мощный островок свободы. И они именно поэтому вынуждены вести себя предельно аккуратно. И если они будут вести себя предельно аккуратно, я, разумеется, на них не обижусь. Хорошо. Да, спасибо. Да, Юленька, как ремонт там твой? Ну, это отдельный разговор для отдельного. Понятно. Понятно. Ладно, передавай привет Фонтанке. Да, сейчас я подумаю, как бы наш с вами разговор оформить, чтобы сами предупреждения не получили. Почему? Мы предельно деликатно его вели. Теперь осталось убедить в этом нашу жизнь. О да, о да. Хорошего эфира. Хорошо. Спасибо, Юля. Спасибо. Счастливо. Ага. Раз, Любовь РБК, удобно вам? Да, привет, привет, РБК. Милая любовь РБК. Да. Да, вот хотели узнать, как вы отнеслись к решению Роскомнадзора, к требованию, вернее, удалить ваш материал, ну, видео, ссылка на который была на Эхе Москвы. Ну, как сказать, я отнесся с абсолютным пониманием
того, что беззаконие и произвол, скажем так, не минует никого, и что беззаконие и произвол постоянно желает самоутверждаться и демонстрировать свою силу в волшебной стране России. Вы согласны с претензиями, в которых говорится, что якобы вот эта публикация разжигает вражду представителей специальной группы, власть, видимо? Нет, там сказано, что она разжигает вражду к священству христианства. Но про христианское священство там ничего нет, там есть про педофилов. Про педофилов в рясах, а про педофилов французских, про педофилов русских. Там, может быть, имеется в виду, кстати, не педофилы, там же не конкретизировано, за что именно. Там два, по-моему, момента касающиеся попов. Это первый момент о том, что очень щедро осыпались орденами те самые ребята, которые в колонии мучили швабрами зэков. И осыпались они церковными орденами от местного митрополита. Вот в свете всего этого пыточного скандала, конечно, попы могли перепугаться этого. Но зато понятно, где у них теперь больное место. И спасибо им, что они мне его подсказали. И еще не выступало требование удалить с YouTube этот ролик? Нет, но, понимаешь, скорее всего, это требование, если и будет, если и возникнет, оно поступит не к нам, а оно поступит к Ютубу. А Ютуб, не желая терять рынки здесь, в России, он довольно, скажем так, снисходительно воспринимает требования Роскомнадзора и снимает. В таком случае мы сразу перебрасываем это все куда? В Телеграм, да? И это уже начинает жить своей жизнью в Телеграме. Гораздо более активный и веселый, а поскольку это запрещено, поскольку это скандал, поскольку это такая вот живуха, то они обеспечат, вероятно, трехкратную популярность этому наповалу номер 69.